Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание буквам в вашем имени. И если у вас есть эти буквы в вашем имени, то знаете, они притягивают деньги, они притягивают энергию изобилия, достатка и благополучия. Давайте далее более подробно во всем этом будем разбираться. Имя, которое давалось человеку при рождении, в те далекие времена считалось чем-то сакральным, священным и таинственным. Люди верили в то, что оно определяет судьбу человека, и каждое имя состоит из различных букв, которые несут в себе определенную энергетическую силу и способны притягивать те или иные энергии. Часто притягиваемые энергии переплетаются между собой, наделяя своего владельца теми или иными качествами. Каждое имя без исключения несет в себе информацию о характере человека, о том, что он может достичь в жизни, а также и о том, какие ему преграды на жизненном пути придется преодолеть. Имя оказывает очень сильное влияние не только на характер человека, на эмоциональность, на желания, способности, здоровье, благополучие материальное и, конечно же, финансовое. Имя – это запас энергии, который человек получает сразу при рождении, особенно когда родители уже знают, как назовут ребенка, который у них родится. И чем сильнее энергетика имени, тем больше шансов он получит для того, чтобы добиться определенных жизненных высот, а также для того, чтобы прожить счастливую жизнь, достигнув желаемых успехов в любом деле, за которое будет браться. Вместе с именем, как вы уже поняли, родители дают ребенку цель и программу на жизнь. Существует такое выражение, что имя является формулой судьбы. С его помощью человеку дано осознать свое предназначение, а также привлечь на помощь высшие силы. Значение каждой буквы в имени, ее влияние друг на друга считается очень важным. Их связь неразрывная. Поэтому и существуют особенности расшифровки значения букв в имени человека. В имени наибольшая роль отводится первым 7 буквам. Все остальные буквы наделены более слабой энергетикой, однако каждая из этих букв имеет свою энергетическую силу, и сбрасывать ее со счетов не нужно. Характеризовать буквы можно как в полном имени, так и в сокращенном варианте, сопоставляя их и делая общую характеристику. Первая буква считается самой важной буквой, она способна дать характеристику человека в целом. Нужно при этом учитывать то, что последняя буква в имени ослабевает энергетику буквы, которая повторяется. Но это не касается имен, которые начинаются и заканчиваются на одинаковую букву. В таком случае первая и вторая буквы становятся одним целым и обретают большую силу. Одинаковые буквы имени в начале и в конце, благодаря тому, что имеют подобные энергетические силы, это говорит о том, что бы ни случилось в жизни такого человека, какая бы ситуация у него не возникла, и насколько плохо она бы не выглядела со стороны, этот человек совсем справится, разрешит все проблемы, развернув жизнь в нужном для себя русле, сможет все исправить или начать новый жизненный путь, с уверенностью совершая все свои последующие действия. Именно первая буква может рассказать и о первых стремлениях, о первых направлениях деятельности любого человека, указать на то, какие у него склонности и какому мышлению он подлежит. Также в этой букве и скрыт сакральный смысл. В ней заключена особая первичная задача каждого человека в жизни. Разрешив ее, он сможет дальше без труда и проблем продолжить свой жизненный путь. Чем ближе повторяющаяся буква к началу имени, тем сильнее ее влияние будет на характер такого человека, потому что энергетика первой и последующей буквы способны вместе создавать сильные энергетические вибрации. Все родители, без исключения, когда выбирают имя малыша, хотят, чтобы он прожил счастливую, безбедную, полную изобилия жизнь, чтобы добился определенных успехов и чтобы материальное и финансовое благополучие сопутствовали ему в жизни, а болезни и трудности обходили его стороной.
Итак, давайте озвучим далее буквы нашего алфавита, которые обладают и несут в себе энергии, способные наделить владельца имени удачей, благополучием, финансовой стабильностью, любовью и успехом. И с этих букв должно начинаться имя. Итак, первая буква А. Знаете, эта буква наделена энергиями трудолюбия, свершений и высоких моральных ценностей и целей в общем. Если это первая буква имени, то человек по своей натуре обладатель лидерских качеств. Он с легкостью способен справиться с любой задачей. У него большой потенциал жизненной энергии, которая, наполняя его, позволяет ему многого добиться в жизни, и он не имеет ограничений в своих желаниях, что помогает ему достигать желаемого результата во всем. Его желание получать от жизни только физический и духовный комфорт с легкостью воплощается в жизнь. Его умение строить дальновидные планы, инициативность, сила духа, свое видение каждой определенной ситуации, а также знания и стремление к ним поражают всех людей в его окружении. Этот человек позитивен во всех отношениях, способен притягивать нужные энергии и в нужный момент. И что самое основное, на интуитивном уровне он знает, как их использовать. И труд – неотъемлемая часть такого человека. Он с легкостью шагает по карьерной лестнице, ненадолго задерживаясь на каждой из ее ступеней и очень быстро достигает больших высот. Его успехи, умение находить подход к людям, профессионализм, соответственно, высоко оплачивается, поэтому он никогда не знает денежных проблем, хотя ему приходится приложить для этого определенные усилия и знания. И если определенный доход его не устраивает на каком-то этапе, может его с легкостью увеличить до желаемого, что поможет и ему, и его семье жить в достатке и ни в чем себе не отказывать. О таких людях говорят, что они счастливчики, и Вселенная любит их. Обычно из таких людей получаются руководители крупных фирм, судьи, журналисты, промышленники. Если буква А повторяется в имени 2 и более раз, то этот человек обладает склонностью к поступкам, связанных с риском. И что интересно, то это то, что риск оказывается оправданным и приносящим только нужные результаты. Далее, если ваше имя начинается на букву «Б», эта буква наделена энергиями упорства, стойкости, богатства и благополучия. Характер человека, имеющего в начале своего имени букву «Б», имеет основные черты, такие как стабильность, усидчивость, прочность, умение ставить перед собой цели и добиваться их достижения. Его стремление к материальному и финансовому благополучию поражает. Также умение вкладывать деньги в рискованные проекты, которые на первый взгляд кажутся нереальными, проигрышными, однако, как ни странно, заканчиваются они всегда удачно, при этом принося ему хорошие денежные вознаграждения, что помогает ему наполнить свою жизнь стабильностью. Ему никогда по этой причине не придется испытывать нехватку денежных средств, так как он всегда зарабатывает и тратит деньги только с умом, придерживаясь их правил. Но если речь идет о крупных покупках, он не всегда это хорошо обдумывает, так как быстро загорается. Поэтому нужно больше внимания им уделять, хорошо обдумывать, чтобы они вместо радости не приносили ему разочарования. Человек, в чем имени есть эта буква, является любимчиком судьбы. Она его балует и оберегает. У него нормальные отношения как в коллективе, так и в семье. Обычно это люди, имеющие свой бизнес, при этом любого направления, будь то магазин, небольшое предприятие или кофейня. Далее буква «Д». Вы знаете, энергетика этой буквы тесно связана с деньгами и с достатком. Она сама за себя говорит: деньги, достаток, достоинство. Если имя человека начинается на эту букву, то он всегда будет жить в богатстве, в изобилии. В народе говорят о таких людях, что катается как сыр в масле, то есть живет в свое удовольствие, имеет все то, что только пожелает, в большом количестве, а нужда обходит его всегда стороной. Обычно такие люди находятся на высоких должностях. Это крупные бизнесмены, это государственные деятели, руководители холдингов, банков и другое.
Этим людям свойственны черты характера, такие как основательность. Они всегда наперед продумывают все плюсы и минусы ситуации, действия над которым собираются работать, просчитывают каждый свой шаг, имеют чувство меры, они мудры. Эти люди знают, что такое долг и честь. Имея много денег, они не прочь оказать помощь тем, кто в этом нуждается. Поэтому часто занимаются благотворительностью или даже открывают такие фонды. По жизни бывают капризные, могут грустить, им для подпитки нужна романтика, любовь, правда, бывают упрямы. В своем окружении имеют верных друзей, но несмотря на достаток и уважение окружающих, семейные отношения часто не складываются, так как им постоянно нужны новые эмоции. Но если один человек сможет их давать, тогда получится создать крепкую семью. Но знаете, это не просто, но все вполне возможно. Далее буква Н. И в этой букве присутствуют энергии надежды, наличности, а с наличностью тесно связаны энергии денег, бережливость, наследство. Эти энергии способствуют тому, что владелец имени с этой буквой имеет острый критический ум. Она наделяет человека внутренней силой, старательностью и трудолюбием. Люди с таким именем достигают больших успехов только в тех случаях, если работа носит живой интересный характер. Не приемлют работу, связанную с монотонностью, но если она при каких-то обстоятельствах или же соображениях им подходит по духу, то, настроившись на рабочий процесс, они будут поражать всех тех, кто находится рядом со своим энтузиазмом, профессионализмом и своими энергичными действиями, которые будут приводить к высоким результатам. В работе достигнут успехов, что принесет хороший заработок в виде премий и денежных поощрений. Обычно это высококвалифицированные специалисты в любой сфере деятельности. Заметив их добросовестное и профессиональное отношение к работе, часто их повышают неожиданно в должности, что значительно повышает их благосостояние и выводит на новый жизненный этап. Но их рвение, успех часто не нравится кому-то из окружения, из-за чего у них появляются враги. Так как данный человек мечтал об этой должности, поэтому не стоит делиться с окружающими и коллегами своими планами, чтобы не навредить себе, а также проводить защитные ритуалы и не забывайте об энергетических чистках. Этим людям часто достается хорошее наследство от родственников, что также может улучшить их материальное и финансовое благосостояние. Стоит только правильно и со всей серьезностью, не спеша ним распорядиться. Эти люди не будут знать безденежья, им хватит денег не только на все необходимое, но и чтобы порадовать себя и членов своей семьи интересным отдыхом или же покупкой дорогой вещи. Часто они чувствуют одиночество, так как им не хватает дружеской поддержки от второй половинки. Далее буква О. Вы знаете, энергетика именно буквы О обладает достаточно большой силой, способной притянуть в жизнь владельца с первой буквой в имени, обеспеченность, успех, процветание, добро, любовь и уважение. Буква О – это символ благополучия, успеха, тесной взаимосвязи со Вселенной. Эти люди обладают необыкновенной интуицией, прозорливостью, часто видят вещи и сны. У них сильные и богатые чувства, они энергичны, они обладатели множества планов и идей. Они самоуверенные, стремятся к активным действиям, склонны к риску различного рода. Авантюризм у них в крови, несколько, правда, упрямы. Всегда относятся к людям взаимно, умеют зарабатывать и не боятся любой работы, за что-то новое берутся с удовольствием, любят вызов, из-за чего живут в достатке и умеют тратить деньги. Они аккуратные, любят порядок в доме, красивые вещи, предметы интерьера, рядом с ними приятно находиться. Дорожат своей второй половинкой, любят дарить подарки своим близким, родным людям, а также устраивать праздники. Считают, что добро должно их окружать, творят его, оказывая помощь тем, кто на данный момент в ней нуждается. Из них получаются хорошие руководители, бизнесмены и юристы.
Далее буква Т. И буква Т наделена энергиями трудолюбия, взаимопонимания и терпения. Тесно переплетаясь между собой, наделяют владельца имени с первой буквой Т талантом во многих жизненных сферах, делая таких людей самодостаточным и независимым человеком. Это чуткие, отзывчивые, ответственные и творческие натуры, которые стремятся к разнообразию. Обладатели высокой интуиции, им свойственна изобретательность, любят разнообразить свою жизнь, неординарны в поступках и в своем мышлении. Смысл жизни заключается в работе. Они никогда не надеются на удачу. Если видят в чем-то беспорядок, нечистосердечность, легко расстраиваются и отдаляются от такого человека. Как правило, это медийные люди, которые обладают высокой квалификацией, знаниями и авторитетом среди всех окружающих их людей. Далее буква У. И буква У наделена энергиями успеха и удачи. Это также очень сильная буква на энергетическом уровне. Люди, имя которых начинается на эту букву, пытаются получить от жизни максимально все только самое лучшее, поэтому отдают предпочтение упорному труду, чтобы жить в комфорте и в роскоши. Достичь всего этого им помогает сильная интуиция. Слегка, правда, неорганизованные, но это не мешает им ставить перед собой завышенные цели и достигать их, овладевать новыми идеями, разнообразными знаниями, особенно теми, которые пугают других. Они карьеристы, они достигают определенных карьерных высот, часто на этом пути переступают через головы людей и не обращают внимания на коллег и на близких. Легко находят общий язык с руководителем, способны, поэтому легко движутся от специалиста до руководителя. Успех сопровождает их на протяжении всей жизни, гарантируя стабильное материальное и финансовое положение. Они постоянно находятся среди людей, это любители компаний и путешествий, любят, чтобы у них все, что их окружает, было на самом высоком уровне. Шик и блеск, как говорится, это для них. Живя в комфорте, часто по жизни, правда, одиноки, так как не любят выходить за рамки своего комфорта. Далее, друзья, буква С. И вы знаете, буква С, если ваше имя начинается на букву С, это энергия счастья. Эта буква также говорит сама за себя. С – счастье. Это умные, это энергичные люди, которые обладают прирожденными качествами лидера. Они обаятельны, харизматичны. Благодаря этим качествам всегда находятся в центре внимания. У них много интересных и профессиональных целей, но самое главное является цель к богатству, к благополучию, к различным удовольствиям. Они обладатели здравого смысла, не совершат ни единого шага спонтанно. Они обдумывают все то, что произносят вслух. Да, несколько властны, порой капризны, любят блеснуть тем, что имеет. Это касается как материальной, так и финансовой сферы. Что бы ни предпринимали, что бы ни делали, все у них получается независимо от сферы действия. Они ни в чем не нуждаются, живут в свое удовольствие, радуясь жизни и тому, что имеют на данный момент. Если вы встретитесь с таким человеком в жизни, то впечатление останется от него в виде блеска и экстравагантности. Этим он обязательно поразит вас. У этого человека очень высокая жизненная планка. Ему подойдет вторая половинка только с такими и никакими иными чертами, так как встретить такого человека непросто, и большинство, к сожалению, отношений заканчивается ничем. Далее буква М. И вы знаете, буква М наделена энергиями материального благополучия, успеха и денег. Данная буква – это залог успеха, а также удача всегда на вашей стороне. Как правило, ее обладатели по жизни не бедствуют. Данный человек по жизни богат. Об этих людях можно сказать, что они умеют делать деньги практически из воздуха. Порой им удается сорвать крупный куш, купив один единственный лотерейный билет. Это, как правило, талантливые люди, которые найдут выход из любой ситуации, получив при этом определенную выгоду. Эти люди ставят перед собой довольно-таки сложные цели и постепенно идут к ним, добиваясь их, не нуждаются ни в чьей опеке. Для них главное быть самостоятельными, поэтому обладают авторитетом, принимают быстрые и непоколебимые решения, не упускают никакую возможность упустить большие деньги.
Талантов вот таких людей очень много, но они несколько стеснительны, поэтому зачастую раскрыть все таланты по жизни им не удается. Их мысли ясные, умные, к их логике многие люди прислушиваются, так как считают ее отличной от других, и она всегда здравая, влюбчивая, что мешает остановить свой выбор правильно, а главное вовремя. Всегда придут на помощь близкому человеку. Они настойчивы, дисциплинированы и не приемлют ложь и обман. Друзья, вот эти вот буквы, они действительно обладают достаточно сильной энергетикой. И подумайте о них. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео. Ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Это нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых и немыслимых, друзья, благ. Услышимся уже буквально в следующем видео.